Здравствуйте, дорогие друзья! Мы, команда музея-заповедника Царицына, хотим познакомить вас с музейной азбукой. Это те важные понятия, из которых строится весь музейный мир. И поговорим мы сегодня с вами об экспонате и этикетке. В музее хранят, изучают и показывают самые различные предметы. Это память об истории, важных событиях и людях. Такие предметы называются музейными, потому что они хранятся в музее, а также памятниками от слова «память». Это может быть и фигурный мост, и статуя Екатерины Великой, и фрагмент глиняного сосуда, а может быть и живое растение. Перед музейными сотрудниками стоит задача не только сохранить музейный предмет, но и показать его. Это важная задача – сделать музейный предмет доступным людям. И вот когда предмет, хранящийся в музее, выставляют на всеобщее обозрение, он получает свое название экспонат. Это латинское слово, оно обозначает «выставленный на показ». Экспонаты бывают разные. Это подлинники, копии, макеты, панорамы, видеоинсталляции, экраны с 3D-реконструкциями и видеоспектакли. Как в музей попадает предмет? Из мастерской художника, в результате экспедиции, раскопок его могут купить или же он может быть подарен в музей. Затем с ним начинают работать музейные специалисты. Первоначально музейный предмет попадает к научным сотрудникам. Они изучают время создания и состояние здоровья. Потом переходят к хранителям, где в специально отведенных местах с температурой и влажностью определенной хранится музейный предмет. И только затем он уже переходит к специалистам по созданию выставок. Мы с вами находимся на нашей постоянной экспозиции «Екатерина II. Золотой век Российской империи». Здесь много ценных музейных экспонатов. Перед вами один из них. Как же с ними интереснее познакомиться? Когда мы смотрим на портрет, сначала обращаем внимание на то, что видим. Кто перед нами? Женщина или мужчина? Ребенок или взрослый? Изображен ли наш современник? Или этот человек жил давным-давно? Богатый он или бедный? Какая у него профессия или род деятельности? Чем он занимается? Не всегда мы сами можем это понять. Тогда мы обращаемся к этикеткам, связанным с каждым конкретным экспонатом. Затем мы рассматриваем детали, как художник изображает героя. Рассматриваем позу, движение рук и детали одежды. Попробуем отгадать, понять замысел, задумку автора, что хотел донести до нас художник, каково его отношение к тому, кого он изобразил. Любой экспонат может стать героем настоящего детективного расследования. Перед вами большой живописный портрет. На нем изображена молодая девушка, изящная и привлекательная. У нее темные волосы и серые глаза. Кто эта дама? Художник нам дает подсказки. Судя по изящной позе и гордому взгляду, перед нами дама высшего света. Пышное нарядное платье и обилие драгоценностей подтверждают это. Яркие детали, красная орденская лента, горностаевая мантия указывают на принадлежность к царскому роду. Возможно, перед нами принцесса, но разгадка в этикетке. Великая княгиня Екатерина Алексеевна, неизвестный художник, Западная Европа, середина XVIII века. Холст, масло. Кстати, это будущая императрица Екатерина II. Как вы думаете, как художник относится к своей модели? По-моему, он ей любуется. А теперь обратите внимание на эту даму и попробуйте угадать, как связаны между собой эти две особы. Кстати, поставьте видео на паузу и спокойно подумайте. Проверьте себя. Перед вами та же дама, ставшая императрицей Екатериной Великой. Как видите, этикетка играет очень важную роль в музейной азбуке.
Она содержит название предмета, информацию об авторе, стране происхождения, времени изготовления и материале. А это экспонат-загадка. Круглый раскрытый футляр золотистого цвета с изображением двуглавого орла. Как вы думаете, что это? Нам обязательно нужна помощь. Давайте заглянем в этикетку. Итак, читаем название экспоната. Это кустодия. Вам знакомо такое слово? В переводе с греческого оно обозначает «страж». Внизу многих древних грамот привешивались на шелковых шнурках разного цвета металлические, восковые и сургучные печати. Чтобы печати не повредить, сберечь, их вкладывали в специальные коробочки. Они назывались кустодиями. Теперь вы знаете, что такое музейный экспонат и этикетка. И я предлагаю вам дома устроить собственный музей. Найдите самый интересный экспонат и составьте для него этикетку. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего.